Атака россиян на Киев. Прямые попадания по жилым домам. Самая тяжелая ситуация в пригороде столицы Украины. Там несколько часов длилась повторная детонация. Расскажем все детали. У Украины не осталось перехватчиков для баллистических ракет. Зеленский требует от союзников срочно поделиться. Китай запустил с подводной лодки ракету с учебным боезарядом. А мог быть ядерный. Соседи от Японии до Новой Зеландии в шоке. Далай-Ламе 91 год. Руководство Китая требует от него реинкарнироваться только на китайской территории под контролем Компартии. Сенсация на чемпионате мира. Бразилия вылетела из 1/8 финала. Продули Норвегии. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование войны в Украине, по его мнению, гораздо ближе, чем многие думают. Выступая перед журналистами, он сообщил, что украинская тема станет одной из ключевых во время саммита НАТО в Турции, где запланированы переговоры с союзниками. При этом Трамп не раскрыл деталей возможных инициатив, однако подчеркнул, что рассчитывает приблизить прекращение боевых действий. Господин президент, Владимир Путин вскоре после разговора с вами 4 июля нанес удар по Киеву, в результате которого погибли мирные жители. Почему после разговора с вами он не чувствует никакого давления? Я думаю, что он чувствует давление. Он хочет закончить это, и Украина хочет закончить это. Мы ведем переговоры и посмотрим, сможем ли мы положить этому конец. Это ужасная вещь. Думаю, мы гораздо ближе к этому, чем многие себе представляют. И президент Путин хочет, чтобы это закончилось. Я говорю вам это совершенно определенно. Это был хороший разговор. И президент Зеленский теперь тоже хочет, чтобы это закончилось. Мы отправляемся на саммит НАТО и будем говорить об этом. Думаю, нам удастся положить этому конец. Это ужасная ситуация. Подумайте только, 2 месяца назад за 1 месяц были убиты 25 тысяч человек, солдат. В прошлом месяце был установлен новый рекорд. За 1 месяц погибли 36 тысяч человек. Молодые солдаты уходят на войну и погибают еще до того, как заканчивается первая неделя. Все из-за технологий беспилотников. Майкл, кто мог подумать, что дроны станут настолько важным фактором? Это настоящие машины для убийства. Поразительно. Вы прячетесь за деревом, а он все равно вас находит. Я видел кадры, которые не хочу больше видеть. И не хочу, чтобы вы их когда-либо увидели с того поля боя. Вы слышите о гражданской войне, слышите о других страшных войнах. Но это действительно ужасно. У меня состоялся очень хороший разговор, и я думаю, что мы уже близки к тому, чтобы все это закончить. Россия нанесла один из самых мощных комбинированных ударов по Киеву с начала года. По данным воздушных сил ВСУ, по Украине были выпущены 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Главной целью вновь стала столица. Украинские военные уничтожили практически все крылатые ракеты. 31 из 33 Х-101, все 6 калибров и более 92% дронов. Однако ни одна из баллистических ракет «Искандер» и «Циркон» перехвачена не была. Украинские власти и военные связывают это с острой нехваткой ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». Снова массированная атака. Цирконы, шахеды, баллистические ракеты. То есть противник использует все средства, чтобы разрушить наш город. Мы знаем, что есть погибшие. Точное количество погибших сейчас назвать не можем, потому что продолжаются работы. Мы надеемся, что под завалами никого не окажется. Но очень велика вероятность, что даже на этой локации под завалами могут находиться тела. 7 июля в Киеве объявлен день траура. По последним данным, в столице погибли 12 человек, более 60 получили ранения, среди них дети. Спасательная операция длится до сих пор, под завалами продолжают искать людей. В Подольском районе ракета разрушила часть 9-этажного жилого дома, обрушились конструкции с 9 по 5 этаж. Она мне только сегодня скинула, что они новый телевизор купили. Такая хорошая, ей только 19 лет. Очень хорошая девочка, очень. Ну, тут уже сидим, ждем, пока достанут. Тут и мама, и его родственники, мужа. У нее тут никого нет. Все ждут. Брата его достали с невесткой. У них квартира на 8-м, но с той стороны. Их достали. А Вику еще нет.
Тут у нас лестничная площадка вся, там никак не спуститься. Мы там были просто заблокированы, вот получается. Вот там, где кран сейчас свисает, вот это моя квартира. Я думала, все. Сейчас, не дай бог, еще раз повторно прилетит. Там уже у нас просто вот тут голые стены были, и некуда было спрятаться. Ну, вот. И все, у нас потом стояли у них в квартире, и за нами спасатели поднялись и спустили нас. И вот когда прилетело рядом, то мы начали уходить всегда в общий коридор. С соседями сидели там. Ну вот, сидели, и оно прилетело. Но оказались там закрыты, и потом нас вот это вот спасатели спасли оттуда, достали. Это очень-очень тяжело. Сколько горя это принесло людям, сколько погибших, сколько людей продолжает погибать. Это очень тяжело и страшно. В наше время приносить людям такое. Я не спала до 11, нет, до 12 ночи. Потом заснула. Перед этим читала в телефоне: «У вас будет обстрел, будет обстрел». Но точно никто не знал, полетят эти ракеты или не полетят. И только я задремала. Первый взрыв. Я приехала в 2022 году. В июне, 1 июня я уже была здесь, потому что здесь мой сын. Он работал на заводе имени Ильича в Мариуполе. А потом приехал сюда на работу, ему здесь понравилось. Я тоже впервые приехала сюда и влюбилась в Киев. Я была в таком восторге от этого города. А сейчас город ни при чем. А сейчас я хочу домой. Повреждены также 21, 25 и 19-этажные жилые дома. Возникли пожары сразу на 4 адресах. Загорелись крыши, лифтовые шахты и автомобили. Спасатели вывели из разрушенных зданий десятки жителей. Часть людей эвакуировали с верхних этажей с помощью автолестниц. Украинские СМИ также сообщают о повреждении жилых комплексов Славутич и Варшавский, где горели квартиры на верхних этажах. Разрушения также зафиксированы в Голосеевском и Оболонском районах столицы. Повреждены объекты ТЭК, железнодорожная инфраструктура Киевской области, студия украинского 5 канала. В ночь атаки на станциях метро укрывались более 40 тысяч человек, почти 3 тысячи из них – дети. Самая тяжелая ситуация в Киевской области после ночной атаки сложилась в Вишневом. После удара здесь началась длительная повторная детонация боеприпасов, из-за чего спасательные работы и эвакуация продолжались несколько часов. Район оцепили полиция и взрывотехники, жителей призвали не выходить из домов и не приближаться к месту попадания. Ограничения коснулись центральной части города. Из опасной зоны эвакуировали более 600 человек, включая 117 человек, находившихся в убежище рядом с эпицентром удара. Пиротехники обследовали жилые кварталы на наличие неразорвавшихся боеприпасов. Спасатели проверяли разрушенные здания. По данным Киевской областной военной администрации, в результате удара по области погибли 6 человек, большинство в Вишневом. Пострадали 26 человек, среди них 9-месячный ребенок и 12-летний подросток. Повреждены жилые дома, складские и промышленные объекты, гаражи и инженерная инфраструктура. Из-за последствий атаки временно ограничивалось движение поездов на участке Боярка-Киев. После пожаров и взрывов мониторинговые станции зафиксировали опасное загрязнение воздуха. Власти рекомендовали жителям оставаться дома до завершения разминирования и ликвидации последствий удара. Украина инициировала созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с сегодняшней ночной атакой России. Дата и время заседания на момент публикации выпуска пока не назначены. А вот как атаки россиян прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Наши воины сегодня показали хорошие результаты в уничтожении дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не российских баллистических ракет. И причина именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков. Очень важно, чтобы мир, прежде всего Америка и наши европейские партнеры, вышли с саммита НАТО в Анкаре с сильными решениями в поддержку защиты нашего неба, а значит, и защиты жизней мирных людей. Пока ракеты для комплексов «Патриот» остаются на складах союзников, это лишь поощряет Россию и дальше побеждать жилые дома. У США и Европы достаточно возможностей, чтобы остановить этот террор. А вот как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал российский удар по Киеву на сегодняшней пресс-конференции перед началом саммита Альянса в Турции. Думаю, то, что произошло прошлой ночью, вновь свидетельствует лишь о том, насколько отчаянным становится Путин. Потому что вы, украинцы, успешно действуете на поле боя,
И, конечно, это ужасная новость для российских семей. Путин готов мириться с тем, что на поле боя погибают до 35 тысяч его собственных людей, главным образом военнослужащих. Это страшная трагедия для их семей. Но с военной точки зрения это важно для Украины. Вы добиваетесь успехов. Вы наносите удары по российской экономике. Вы наносите удары в глубине территории России, по энергетической инфраструктуре и по ключевым объектам российского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, на линии фронта вам удается не позволить россиянам добиться крупных продвижений, подобных тем, которые они еще несколько месяцев назад все же имели. Теперь этого уже нет. Сейчас фронт в целом стабилизировался. Поэтому то, что произошло прошлой ночью, и это не избирательная атака по мирным жителям, по объектам инфраструктуры, по украинским городам, гибнут люди. Но именно таким способом Россия никогда не сможет выиграть эту войну. Разумеется, это страшная трагедия для всех, кого это коснулось. Мои мысли и молитвы с людьми в Киеве и других украинских городах, которым пришлось пережить эти события. Но факт остается фактом. За последние несколько месяцев вы добиваетесь значительно больших успехов, чем еще 3-4 месяца назад. В Кремле заявили, что Дональд Трамп сохраняет последовательную позицию по войне в Украине и не меняет своих подходов, несмотря на подобные утверждения в СМИ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, рассказывая о недавних телефонных разговорах Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, отметил, что Москва рассчитывает на продолжение американских посреднических усилий. При этом переговорный процесс фактически остается на паузе после обострения ситуации на Ближнем Востоке, а его возможное возобновление ожидается уже после саммита НАТО в Анкаре. Была хорошая возможность, что называется, на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица. У президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция, и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящем, но главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которая до него доводится. Это первое. Второе, да, действительно, и у президента Путина, и у президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время. После праздничных выходных торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открыл лично Дональд Трамп, дав старт новой торговой неделе традиционным ударом в биржевой колокол. Уже в первые минуты торгов основные американские индексы пошли вверх. Рынок поддержало восстановление акций производителей микрочипов и компаний, связанных с искусственным интеллектом. Американские СМИ отмечают, что инвесторы также позитивно восприняли снижение цен на нефть после решения ОПЕК+ увеличить добычу и ожидают публикации новых данных по инфляции и рынку труда, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы. Китай впервые за 2 года провел испытательный запуск стратегической ракеты с атомной подводной лодки в Тихом океане. Согласно сообщениям международных агентств, Китай, возможно, осуществил запуск баллистической ракеты подводного базирования JL-3, способной нести ядерный боезаряд. По сообщению китайского государственного агентства Синьхуа, ракета с учебной боевой частью была запущена в 12:01 по пекинскому времени и упала в заранее определенном районе международных вод. Пекин назвал пуск плановой частью ежегодной военной подготовки и заявил, что он не был направлен против какой-либо страны. По конкретным вопросам вы можете обратиться за дополнительной информацией в компетентные ведомства. Я могу сообщить следующее. Это плановое военное учебное мероприятие. Оно не направлено против какой-либо конкретной страны или цели. Соответствующие государства были заранее уведомлены. Все соответствует международному праву и международной практике. Все мероприятия, связанные с запуском, неизменно проводились безопасно, в соответствии с установленными нормами и на профессиональном уровне. Мы надеемся, что соответствующие страны не будут чрезмерно интерпретировать происходящее. Но реакция в регионе была резко иной. Австралия, Япония и Новая Зеландия заявили о серьезной обеспокоенности. Утром 6 июля посольство Японии в Пекине получило от Министерства обороны Китая уведомление о том, что в связи с ранее направленным извещением будет произведен запуск баллистической ракеты. В ответ Япония выразила серьезную обеспокоенность в связи с усилением военной активности Китая. Подробности этого запуска, осуществленного Китаем, в настоящее время уточняются. Однако на основании всесторонней оценки информации, полученной к настоящему моменту, пока не подтверждено, что ракета, о которой идет речь, пролетела над суверенной территорией Японии или над ее исключительной экономической зоной. Также к настоящему моменту мы не получили никакой информации о причинении ущерба воздушным или морским судам, связанным с Японией. Глава МИД Австралии Пенни Вонг подтвердила, что Канберра была заранее уведомлена, но назвала испытание дестабилизирующим.
особенно на фоне быстрого наращивания китайского военного потенциала и недостаточной прозрачности намерений Пекина. Мы также ясно заявили, что этот планируемый запуск происходит на фоне стремительного наращивания военной мощи Китая, которому не хватает той прозрачности и тех разъяснений относительно намерений, которых ожидают страны региона. Я оставлю Китаю возможность самому объяснить свои намерения. Со своей стороны отмечу, что мы уже некоторое время наблюдаем за деятельностью этой корабельной группировки в регионе. Мы также совершенно ясно понимаем, что для Австралии и всех стран форума Тихоокеанских островов крайне важно совместно определять собственное будущее. И форум совершенно четко заявил, что рассматривает этот регион как океан мира. Для Австралии момент особенно чувствительный. Запуск произошел через несколько часов после подписания нового оборонного соглашения с Фиджи – Ocean of Peace Alliance. Документ предусматривает взаимную помощь в случае нападения и должен укрепить позиции Канберры в южной части Тихого океана, где Китай в последние годы активно расширяет экономическое и силовое влияние. Китай, развивая сотрудничество с островными государствами Тихого океана, неизменно придерживается принципов взаимного уважения, равноправного отношения, взаимной выгоды, открытости и инклюзивности. Мы не занимаемся геополитическим соперничеством и не преследуем политических корыстных интересов. Мы надеемся, что соответствующие страны будут действительно уважать независимость и самостоятельность островных государств, сосредоточиться на их устойчивом социально-экономическом развитии, не будут направлять свои действия против третьих сторон и не будут наносить ущерб интересам третьих сторон. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призвал верить, что намерения Китая абсолютно безвредны для соседей, а сложившийся и растущий военный союз России и Китая – исключительно мирное и доброкачественное геополитическое новообразование. Мы считаем, что это суверенное право Китая испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире, и Китай является нашим большим союзником и партнером, стратегическим партнером. Что касается наших совместных учений, они тоже не направлены ни против кого, ни против одного государства региона, и все должны из этого исходить, напротив, собственно, сотрудничество в такой важной и ответственной области между Россией и Китаем – это очень важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе. Новая Зеландия заявила, что была проинформирована всего за несколько часов до пуска. Веллингтон назвал испытание нежелательным и тревожным и подчеркнул, что страны региона не хотят превращения южной части Тихого океана в полигон для ракетных испытаний. Отдельный вопрос – район падения. По данным AP и Financial Times, ракета вошла в зону, подпадающую под режим Южно-Тихоокеанской безъядерной зоны по договору Раратонга. Испытание укладывается в более широкую картину. Китай ускоряет модернизацию ядерных сил, развивает флот атомных подлодок и расширяет активность в западной и южной частях Тихого океана. По оценке Пентагона, к 2030 году китайский ядерный арсенал может превысить 1000 боезарядов. Тайваньские источники безопасности также фиксируют рост активности китайского флота в сезон крупных учений, включая совместные маневры с Россией. Совместные китайско-российские патрули могут состояться уже на этой неделе. Благодаря работе наших национальных разведывательных органов, совместным механизмам разведки, наблюдения и рекогносцировки Министерства обороны, а также сотрудничеству в сфере разведки с нашими международными партнерами и союзниками, мы в целом хорошо осведомлены о развитии военной активности Китая и совместной деятельности Китая и России. По улицам Тегерана прошла крупнейшая на данный момент траурная процессия в рамках многодневных похорон Али Хаминеи. Тысячи, а по официальной версии миллионы человек вышли на центральные проспекты и площади иранской столицы. Грузовик с гробами бывшего верховного лидера и 4 членов его семьи медленно проследовал через город, а пожарные охлаждали многотысячную колонну водой из бронзбойтов. В шествии принял участие президент Ирана Масуд Пезешкиан. Это уже 3-й день церемонии прощания, начавшейся в Тегеранской Масале. Впереди процессия в священном для шиитов Куме, затем мероприятия в иракских Наджафе и Кирбеле, а завершатся похороны 9 июля в Мешхеде, где Али Хаминеи будет похоронен у мавзолея имама Резы. Главной интригой церемонии остается отсутствие нового верховного лидера Маджтаба Хаминеи. Он до сих пор не появился на публике после гибели отца. По данным Reuters и американских СМИ, во время удара он получил тяжелые ранения лица и ног. Накануне у гроба Али Хаминеи были замечены 3 его сыновей – Мастафа, Масуд и Мейсам, а также новое руководство корпуса стражей исламской революции во главе с Ахмадом Вахиди.
Иранские государственные СМИ называют многодневные похороны демонстрацией единства страны и преемственности власти после 37-летнего правления Али Хаминеи. В колонне несли государственные и религиозные флаги, портреты Али и Маджтабы Хаминеи, а также плакаты с угрозами в адрес Дональда Трампа, Беньямина Нетаньяху и других руководителей США и Израиля. По данным Reuters, до завершения похорон Вашингтон и Тегеран не планируют возвращаться к переговорам, которые остаются на паузе. Далай-лама отметил 91-й день рождения на фоне обостряющегося спора с Китаем о будущем тибетского буддизма. Тысячи тибетских иммигрантов и буддистов приняли участие в праздничных церемониях в индийских Дхарамсале, Шимле и Ладакхе, где духовный лидер выступил с проповедью, а монахи провели традиционные молитвы о его долгой жизни. Главной темой остается вопрос преемственности. Незадолго до дня рождения Далай-лама подтвердил, что институт Далай-лам продолжит существовать, а право признать его следующее воплощение принадлежит исключительно основанному им фонду Gadden Phadrang Trust. Ситуацию обостряет давний спор с Пекином о преемнике Далай-ламы. С 2007 года в Китае действует положение об управлении реинкарнацией живых Будд тибетского буддизма, приказ номер 5 Государственного управления по делам религий. Документ требует, чтобы Далай-ламы реинкарнировались исключительно на территории, контролируемой Китайской Народной Республикой. Признание реинкарнации влиятельных тибетских лам проходило государственное согласование, а для наиболее значимых фигур утверждалось в Центральном комитете Коммунистической партии Китая. Китай продолжает считать Далай-ламу сепаратистом и настаивает, что следующий духовный лидер должен быть утвержден Пекином. Сам Далай-лама неоднократно заявлял, что его следующее воплощение появится в свободном мире за пределами Китая. По оценкам экспертов, после его ухода Пекин и тибетское духовенство могут одновременно объявить разных Далай-лам, что станет крупнейшим религиозным и политическим кризисом в современной истории Тибета. Главная сенсация чемпионата мира. Бразилия выбыла уже на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии со счетом 1-2. Пятикратные чемпионы мира впервые с 90-го года не смогли выйти в четвертьфинал, а их ожидание 6-го титула растянулось уже на 24 года. Это самый продолжительный бестрофейный период в истории бразильской сборной. Матч складывался не в пользу бразильцев с самого начала. Бруно Гимараньш не реализовал пенальти. Эндрик упустил еще один опасный момент. А во втором тайме Эрлинг Холланд дважды поразил ворота соперника. Единственным ответом стал пенальти Неймара уже в компенсированное время. Для самого 34-летнего форварда этот матч может стать последним в составе национальной команды. После финального свистка он заявил, что «начал здесь и здесь же закончил». Если решение подтвердится, Неймар завершит карьеру в сборной со статистикой 130 матчей, 80 голов и 58 результативных передач. Поражение вновь вызвало критику в адрес главного тренера Карло Анчелотти. Бразильские СМИ и бывшие футболисты считают, что команда отказалась от привычного атакующего футбола в пользу осторожной тактики, которая не принесла результата. Несмотря на это, Бразильская конфедерация футбола ранее продлила контракт с итальянским специалистом, рассчитывая на подготовку к следующему чемпионату мира. Главным героем вечера стал Эрлинг Холланд. Нападающий забил оба мяча, довел свою результативную серию до 14 официальных матчей подряд и с 7 голами догнал Килиана Мбаппе и Лионеля Месси в гонке лучших бомбардиров турнира. После финального свистка Холланд вместе с болельщиками исполнил ставший символом сборной Норвегии победный танец «Гребля викингов». Для Норвегии эта победа уже вошла в историю. Команда впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится с победителем матча Англия-Мексика. В Осло тысячи болельщиков вышли на улицы, празднуя главный успех национальной команды за многие десятилетия. К поздравлениям присоединилась и наследная принцесса Метте-Марит, впервые появившаяся на публике после недавней трансплантации легкого. Королевский двор опубликовал фотографию, на которой она вместе с наследным принцем Хоконом наблюдает за исторической победой сборной Норвегии.